Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Мужчины, внимание! Сегодня я буду говорить прямо, без жалости и прикрас, именно то, что вам нужно услышать. Хватит ныть, что вы не можете привлечь женщин, что вас используют, что никто не обращает внимания, и при этом продолжать верить в волшебные обещания каких-то гуру, в которые только хотят ваши деньги. Довольно этого. Прежде чем начать, ставь лайк и подписывайся на канал, потому что здесь ты услышишь суровую правду, то, что действительно работает, а не пустые разговоры, созданные, чтобы тебя обмануть. Я научу тебя быть хитрым мужчиной, который не будет ползать у ног женщины и унижаться ради крошек внимания. Пойми, когда ты перестаешь зависеть от них, когда ставишь себя на первое место, знаешь, что происходит. Они чувствуют твою силу, бегут за тобой, сходят с ума, пытаясь понять, почему ты не похож на остальных слабаков. Хватит быть отвергнутым, хватит быть ковриком, по которому они ходят и выбрасывают, когда им удобно. Здесь ты научишься общаться уверенно, использовать язык тела, чтобы сказать все без слов, проверять границы, создавать напряжение с помощью пикантного юмора, управлять разговором и использовать легкие прикосновения, которые сводят их с ума. Не надо быть праведником, будь хитрым, но держи баланс, оставайся уверенным и не превращайся в ягненка. Буду строг, но это для твоего же блага. В конце я дам тебе лучшие советы, как перестать тратить усилия впустую и начать получать настоящие результаты. Так что слушай внимательно, не пропускай ничего, потому что если у тебя не хватит смелости взглянуть правде в глаза и меняться, ты останешься тем же неудачником. Номер 1. Сила безразличия. Когда ты не зависишь от них, они хотят тебя. Проснись. Ты бегаешь за ними, постоянно пишешь сообщения, принимаешь любую кроху внимания, как преданный песик. Вот почему они тебя не уважают. Женщины не ценят нуждающихся мужчин, которые выпрашивают их внимание. Ты должен понять, сила безразличия – это ключ. Когда ты показываешь, что тебе все равно, что у тебя есть своя жизнь, увлечения, цели, и ты не бросишь все ради нее, она начинает сходить с ума. Почему? Потому что мужчина, который не нуждается в ней, это мужчина, которого она хочет завоевать. Если ты сдаешься после первой улыбки, она быстро тебя вычеркивает. Но если она видит, что у тебя есть другие интересы, другие варианты, что ты не готов бегать за каждой юбкой, она начинает думать, и что в этом мужчине такого особенного? И вот, она начинает бегать за тобой. Безразличие – это не грубость, это умение не ставить женщину на пьедестал. Это понимание, что если она не заинтересована, это ее проблема, а ты продолжаешь жить своей жизнью. Это показывает, что ты не будешь терять сон из-за ее исчезновения. Когда ты передаешь такую энергию, она начинает думать, почему он не выпрашивает моего внимания. И все, ты переворачиваешь игру. Хватит быть слабаком и начинай быть мужчиной, который не зависит от женской валидации. Это внутренняя уверенность, то, что заставляет ее гнаться за тобой. Номер 2. Язык тела. Один смелый взгляд говорит больше, чем 1000 слов. Думаешь, нужно заучивать сценарии и красивые фразы, чтобы привлечь женщину. Какая наивность! До того, как ты откроешь рот, твое тело уже все рассказывает за тебя. То, как ты держишь себя, как смотришь, как приближаешься, все это выдает, уверен ты в себе или напуган, как мальчишка. Если ты ходишь с опущенными плечами, отводишь взгляд, потеешь от нервов, она сразу замечает твою слабость. Но если ты держишь осанку, смотришь прямо в глаза, без страха, с легкой хитрой улыбкой на губах, она чувствует напряжение в воздухе. Один смелый взгляд может сказать: «И я знаю, что делаю, я не боюсь тебя». Это сексуально, это притягательно. Женщины замечают детали, как ты ходишь, нервничаешь ли, насколько твоя речь уверенная. Перестань быть робким, держи голову высоко, не прячься в углу. Когда говоришь с ней, не наклоняйся слишком близко, не кивай без конца, как марионетка. Говори спокойно, наблюдай за ее реакцией и используй молчание в свою пользу. Тело говорит, и если твое тело передает, что ты не боишься отказа, что ты здесь потому, что хочешь, а не потому, что нуждаешься, она почувствует уважение и любопытство. Этот невербальный язык отличает мужчин от мальчишек. Научись смотреть так, словно говоришь: «И я знаю, что тебе нравится, но я не собираюсь умолять». Эта энергия разжигает в ней интерес.
Номер 3. Проверяй границы. Как бросить вызов с элегантностью. Не будь слабаком, который соглашается со всем и делает все, что она хочет. Женщинам не нужен раб, они хотят мужчину с характером, который умеет проверять границы. Это не значит быть грубым или агрессивным, а значит показать, что ты не сдашься при первом же давлении. Если она тебя поддевает, улыбайся и поддень ее в ответ, но без утраты достоинства. Если она играет, играй тоже, покажи, что ты не из тех, кто сдается без боя. Этот вызов создает напряжение, показывает, что она имеет дело не с послушным ягненком, а с мужчиной с силой воли. Но не перегибай палку, не становись невоспитанным. Это тонкая игра. Если она пытается вызвать ревность, не реагируй как отчаянный. Если она делает резкий комментарий, не обижайся как ребенок. Отвечай с твердостью и юмором, показывай, что тебя не сломить. Это заставляет ее понимать, что тобой нельзя манипулировать. Женщины обожают мужчин, которые сохраняют контроль и не теряют самообладание. Этот баланс между вызовом и элегантностью вызывает уважение и восхищение. Она понимает, что быть с тобой – это привилегия, которую нужно заслужить. Номер 5. Управляй разговором. Веди диалог и держи контроль. Еще одна распространенная ошибка. Мужчина постоянно спрашивает, что ты хочешь сделать, куда ты хочешь пойти, тебе это нравится. Это демонстрирует неуверенность и отсутствие инициативы. Если ты хочешь быть дерзким и заставить женщин бежать за тобой, бери инициативу в свои руки. Решай, где будет встреча, предлагай тему для разговора, расскажи что-то интересное, что ты недавно узнал. Будь тем, кто ведет, а не тем, кто ждет ее одобрения на все. Женщинам нравятся мужчины с позицией, которые не боятся принимать решения, которые не превращаются в тряпку, стараясь угодить в каждом мелком вопросе. Если ей что-то не понравится, она скажет, и ты подстроишься, но перестань выпрашивать одобрение. Управлять разговором значит знать, когда сменить тему, когда углубиться, когда пошутить, а когда вернуться к начальной теме. Ты дирижер беседы, а не испуганный ученик. Это создает ощущение уверенности, она думает, этот парень не теряется, он знает, чего хочет. Когда она понимает, что тебе не нужно, чтобы она устанавливала правила, она начинает больше уважать и чувствует твою лидерскую харизму. Конечно, не стоит быть диктатором, но будь харизматичным лидером, который знает, как создать приятную атмосферу. Мужчины, которые умеют вести разговор, не будучи авторитарными, показывают твердость, но не давят, такие встречаются редко. Стань таким мужчиной, и ты увидишь, как она ловит каждое твое слово. Номер 6. Легкие прикосновения. Невербальные сигналы, которые она почувствует. Не недооценивай силу легкого физического контакта. Я не говорю о грубости, хватании или навязчивости. Я говорю о том, чтобы знать, когда коснуться ее руки во время разговора, легко положить руку на плечо, когда вы смеетесь, или слегка задеть ее пальцы, передавая стакан. Эти короткие, ненавязчивые прикосновения создают вспышки напряжения, искру. Она чувствует твою энергию, понимает, что ты не боишься сближения, но при этом не выглядишь отчаянным. Это тонкая игра. Если она отстраняется, ты прекращаешь, если нет, продолжаешь в правильном ритме. Эти маленькие жесты говорят: «Я не просто друг, здесь есть что-то большее». Это как забрасывать удочки, создавая атмосферу растущего притяжения. Вместо того, чтобы часами говорить о своем желании, ты показываешь уверенность и интерес простым прикосновением в нужный момент. Эта невербальная коммуникация заставляет ее волноваться, интриговать, хотеть снова ощутить это чувство. Большинство мужчин боятся такого контакта или, наоборот, действуют слишком резко. Будь умным, легкие, уместные прикосновения, которые усиливают связь, не выглядя при этом отчаянным натиском. Это заставляет женщину чувствовать мурашки, ощущать твое тепло, даже если ты молчишь. Теперь у тебя есть полный план: безразличие, язык тела, проверка границ, пикантный юмор, управление разговором и легкие прикосновения. Перестань жаловаться и обвинять женщин. Если у тебя хватит смелости применить это на практике, ты увидишь разницу. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся и напиши в комментариях, что тебя зацепило. Хватит быть простаком, хватит верить в пустые обещания. Будь дерзким, будь уверенным, будь мужчиной, которого они хотят и не знают, как завоевать. А если ничего не сделаешь, оставайся тем же ноющим неудачником.
Номер 7. Не раскрывай все сразу, тайна усиливает желание. Думаешь, нужно выложить всю свою жизнь, интересы, планы, прошлое и будущее в первый же разговор? Перестань с этим жалким подходом немедленно. Женщина не хочет открытую книгу, которую можно прочитать за один раз. Это ее утомляет. Тебе нужно понять ценность загадки, удержания информации. Когда ты оставляешь что-то недосказанным, не отвечаешь сразу на все вопросы, она становится любопытной, хочет узнать больше, хочет понять, кто ты на самом деле. Если ты раскроешь все за 5 минут, она уже знает весь твой сценарий и теряет интерес. Покажи часть своей личности, расскажи интересную историю, но не раскрывай финал. Пусть она задает вопросы, вовлекается, думает о тебе, когда тебя нет рядом. Эта тайна отличает желанного мужчину от ненужного. Большинство мужчин боятся недопонимания и выкладывают все как на духу. Какая глупость. Женщины гораздо больше ценят, когда им нужно угадывать, тратить энергию, чтобы раскрыть тебя. Поэтому держи что-то в секрете. Не ври, не выдумывай, просто не рассказывай все сразу. Каждый маленький факт, который ты выдаешь понемногу, становится для нее сокровищем. И чем больше она хочет узнать, тем сильнее желание. Запомни, тайна – это специя желания. Номер 8. Флиртуй естественно. Будь смелым, но не дави. Хватит думать, что флирт – это заученные шутки, шаблонные фразы или поток комплиментов каждые 2 секунды. Женщины чувствуют, когда мужчина давит, когда каждая улыбка натянута, а каждое прикосновение просчитано, как в плохо поставленном спектакле. Будь естественным. Хочешь быть дерзким? Делай это легко, так, чтобы казалось, что это происходит само собой, а не по сценарию. Сделай смелый комментарий, но в контексте разговора. Если вы обсуждаете что-то банальное, ставь шутку с легким намеком, но не переходи границы. Смотри на ее реакцию, если она смеется, продолжай. Если она отстраняется, смени подход. Естественность приходит с практикой и уверенностью. Не бойся пауз, не нервничай, если она не смеется над каждой шуткой. Продолжай в своем ритме с уверенностью, показывая, что ты не зависишь от ее одобрения. Такой легкий, непринужденный флирт заставляет ее думать: он такой, какой есть, он не притворяется. А аутентичность – мощный афродизиак. Женщины хотят видеть, что ты неплохой актер, а настоящий мужчина, уверенный в своих словах, достаточно смелый, чтобы рискнуть, но не настолько глупый, чтобы выглядеть клоуном. Будь собой, но своей лучшей версией, и не бойся быть немного смелым. Номер 9. Используй любопытство в свою пользу. Оставь вопросы без ответа. Думаешь, нужно быть ее гуглом, отвечая на все сразу и подробно объясняя каждую мысль? Наивность. Если ты оставляешь вопросы без ответа, она будет думать о тебе, даже когда вы не разговариваете. Упомяни что-то частично, расскажи про путешествие, но не раскрывай всех деталей. Поделись странной историей, но не объясняй концовку. Скажи, что на следующей неделе произойдет что-то интересное, но не уточняй, что именно. Она будет ломать голову, пытаться понять, что ты имел в виду, и захочет узнать больше. Это любопытство сближает ее с тобой, заставляет написать, снова захотеть встретиться. Мужчина, который предсказуем и выкладывает все сразу, не вызывает никакого желания продолжать общение. А тот, кто бросает удочку, создает загадки, вызывает у нее желание продолжать взаимодействие. Это простая психология. Человек не любит недосказанность. Если ты оставляешь ее в своих рассказах, она захочет разгадать их, связать все концы. Это не ложь, это искусство соблазнения. Ты не обязан раскрывать все сразу. Вместо «я сделал то-то и то-то» скажи: на прошлой неделе со мной случилось что-то невероятное, расскажу как-нибудь. И все, она будет думать об этом, станет любопытной, и, скорее всего, спросит об этом позже. Это создает крючок в разговоре и усиливает ее интерес. Номер 10. Покажи, что у тебя есть выбор. Женщины ценят уверенных. Думаешь, что быть прилипчивым, всегда доступным и хвалить каждый ее шаг заставит ее ценить тебя? Открой глаза, глупец. Женщинам не интересна нужда. Если ты показываешь, что не зависишь только от нее, что у тебя есть друзья, насыщенная социальная жизнь, она понимает, что ты не отчаявшийся одиночка. Иметь выбор не значит быть неверным или хамом,
но показывает, что ты не живешь в пустыне, ожидая ее внимания. Если она видит, что другие женщины тебя ценят, что у тебя есть компания и интересы, она начинает понимать: если я его не оценю, кто-то другой это сделает. Это закон спроса. Выбор повышает твою ценность. Не будь высокомерным и не демонстрируй других женщин. Это поведение дурака. Но и не скрывай, что у тебя есть жизнь за пределами ваших встреч. Это заставит ее понять, что она тоже должна работать, чтобы заслужить твое внимание, а не просто ждать, пока ты будешь унижаться. Наличие выбора увеличивает твою привлекательность и заставляет ее бороться за место в твоей жизни. Номер 11. Беспечный, но внимательный. Как быть расслабленным, но сосредоточенным? Не путай безразличие с небрежностью. Быть беспечным – это не значит быть неряшливым. Ты должен создать образ легкого человека, который не напрягается, но при этом не выглядит равнодушным. Покажи, что ты расслаблен, не напряжен, но все равно внимателен к тому, что происходит вокруг. Если она меняет выражение лица, ты замечаешь. Если разговор становится скучным, ты меняешь тему. Быть внимательным без нервозности – это признак зрелого мужчины. Она чувствует, что ты не витаешь в облаках, а наслаждаешься моментом и понимаешь, что делаешь. Это мужчина, который не паникует, если что-то идет не по плану, и не обижается, если она не смеется над каждой шуткой. Ты остаешься спокойным, корректируешь свои действия и показываешь, что жизнь продолжается. Эта беспечность привлекает, она чувствует себя комфортно и безопасно рядом с тобой. Но при этом ты не выглядишь безразличным, ты осознаешь ситуацию, знаешь, когда включить интенсивность, а когда расслабиться. Эта комбинация легкости и осознанности демонстрирует зрелость и эмоциональный контроль. Она видит, что ты не мальчик, взволнованный каждой мелочью, и не зомби, а настоящий мужчина, уверенный в себе. Номер 12. Стратегический уход. Умей уйти вовремя. Одна из главных ошибок мужчин – не знать, когда уйти. Они остаются слишком долго, пока разговор не становится скучным, выпрашивая еще минуту внимания. Если ты создал напряжение, вызвал любопытство, рассмешил ее, заставил почувствовать что-то новое, не порти все, оставаясь слишком долго. Уходи, пока интерес еще на пике. Это касается встреч, онлайн-разговоров, звонков. Если все идет хорошо, не жди, пока станет скучно. Уходи со словами «мне нужно бежать, но давай продолжим как-нибудь». Это оставляет ее с мыслью «я бы хотела поговорить еще», и именно это желание заставит ее искать продолжение. Стратегический уход – это последний штрих, это «пока», который остается в ее голове. Уходя на пике интереса, ты демонстрируешь уверенность. Ты не выпрашиваешь внимания, не цепляешься за общение, пока она не устанет. Нет, ты заканчиваешь первым, создавая чувство легкой тоски. Она будет скучать, хотеть продолжения, чтобы вернуть тот позитивный момент, который ты оставил. Мало кто из мужчин понимает эту силу. Большинство остаются слишком долго и все портят. Будь мудрым, умей уходить вовремя, и когда ты вернешься, ее интерес будет только сильнее. Это последний шаг, который делает тебя незабываемым, оставить ее с желанием большего.